Любителям похождений сестрой в коробке привет, а остальным, вы не поверите, сестра, лайк, подписка, комментарий. анекдот. Поехали! Первый сезон, если вы не знали, закончился тем, что ребятки сели на чудной поезд, где, ну вы представляете, уже затаился демонюга. А значит, можно сразу оформить флешбэк. Сидел как-то с полу огня Ренгоку, обедал. И все бы ничего, только демоны, злодеи. Нужно заниматься профессиональными делами. Поезд, станция, вагоны, тележки, но об этом позже. А пока можно скушать булочку, простите, то есть скупить все булки в магазине и отослать подручного куда подальше, а самому таки сесть в злосчастный, злополучный вагон. То есть, извините, это самый обычный вагон. А вот едет он в депо, где находится тот самый, ну знаете. Ладно, опять вру. Поезд уже отремонтировали и отправили туда. Значит, здесь Ренгоку и сойдет. Что до телеги, работники вовсю занимаются отладкой уже который час без продуху. А тут раз-два и еду принесли. Почетно, уважаемо. Жаль, в цеху уже свой демонюга имеется. Придется мальца спасти, заключителя догнать, надо поделить, флешбэк для пенсии оформить. И наконец на бесконечный поезд сесть. Потому что, очевидно, слабый демон был лишь приманкой, а сильный, понимаете, продолжил резать. Короче говоря, обед подарок, выкуп остальной партии Хрючева, главные герои, кабаны, кашлющие люди. Приятного аппетита! Настя, а давай ты мне полвидео за спасибо озвучишь? Тем временем по плану знакомство горемычных шизов со столпом, который, чтобы вы думали, ест и еще раз ест. Жаль, ни про какие танцы огня не знает, зато обучить молодых еще как может. Правда, позже, потому что пока нужно оформить билеты у билетера и тотальную резню с одним демоном, другим демоном, а после можно и весело, задорно отдыхать. Неблаго, кондуктор, оказывается, исполнял приказ говорящей руки. Еще и какие-то ребенки тоже того хотят исполнять задания демонюги, потому что, похоже, уже несколько дней не спали. А спать, ох, как хочется, тем более сны будут добрые, хорошие, милые. У Танжера даже, представляете, семья жива-здорова, а про Катану он вовсе забыл, что до задания гнилого нити ребенка привязали, готовы спать. Спокойной ночи. Чё не спишь-то? Что до кошмаров остальных, Зенитсу снится чистое поле, Незуку и благодать, и Иноске снится, простите, кринж с фурями. А что до Ренгоку, тотальный флешбэк, рассказал он, значит, отцу, как он стал столпом. А старику хоть бы хны, и все потому, что любимая жена скисла. Теперь грусть, печаль, тотальная депрессия, младшему брату тоже не весело. Ладно, возвращаясь к заданию, молодым нужно проникнуть за какую-то границу сна, чтобы нарушить целостность бессознательного, тогда спящий бедолага в конец шизеет и все. Битва будет выиграна, а ребенкам тоже разрешают посмотреть мультики. Благо у столпа, понимаете, инстинкт самосохранения прокачан на 1000 баллов. И он даже во сне, даже заколдованным, смог тупо схватить обидчицу. Поздравим. А у Танжера, похоже, помянем, потому что все, беда с башкой прогрессирует. Незука нигде не видно, какие-то коробки мерещатся. И еще и собственное отражение прямо в воду тянет. И что-то кричит про сон, сражение, опасность и прочие невеселые вещи. Правда, как проснуться, непонятно. Еще и Незука хнычет, плачет, горюет, значит. А горемычный все не просыпается, слезами заливается. Короче говоря, беда, друзья. Извините. Благо, внезапный дух отца вовремя подсказал взяться за клинок, и получается поголовная резня, что, конечно, не одобряю, проверять в домашних условиях категорически не советую. Но это все, понимаете, было во сне. А на деле веревку сожгла Незука. Над билетами поработал демонюга, а значит, остальных нужно тоже как можно скорее пробудить. Правда, рубить нитки, наверное, опасно. Дело для, одним словом, Незука. Другим словом, проход перекрыт. Как бедняга выбралась из удушающего захвата Ренгоку, не знаю. Напишите в комментарии. Потому что уже все, гнилые ребенки отключены, кашлющий мальчик удачи пожелал, значит, можно и на поезд залезть, где уже ждет самый гнилой гнилец, который демонюга, который один из 12 лун, который первая низшая луна Эмму. Значит, самое время тотальной резни. У Танжера все те же водяные приколы, у Эмму отключение и отправка противника в сон. И, ну вы представляете, каждый раз засыпая, горемычный тут же это понимает и мгновенно чикает себе голову, чтобы пробудиться и продолжить крошить. Правда, обезглавливание вражины не помогло, а наоборот, животина вон в какого глиста вымахал. Спросите, почему лайфхак от демонов не помог? Все просто. Пока ребятки спали, Эму наполнил своей кровью весь состав. И он теперь и сам есть поезд, а поезд есть он. Удивлены? Я да. Благо, уже и Иноски проснулся. И Танжера таки пошел шинковать капусту. И Недзука подключилась к делу. И даже Зенитсу до сих пор спит. Ну то есть тоже режет. Ренгоку, кстати, ну тоже не спит. Значит, план следующий. Сам столб обороняет 5 вагонов с хвоста. Оставшиеся 3 на электрическом и горемычной. А горемычный с кабанчиком будут искать голову, потому что пока демон это демон, у него обязательно есть голова. И кто бы мог подумать, голова злодея оказалась в голове состава, прямо под печкой. Жаль, поделить хребет никак не выходит. Обидно, досадно, плохо. Придется рубить поочередно. Но Эму-то, понимаете, глаз имеет много, усыплять может часто. И получается все, приехали. Единственный вариант — проснуться закрытыми глазами. К несчастью, не выходит. К счастью, кабан-барабан вовремя остановил горемычного. А то он чуть в реальности себе голову не того. Но не того, и то хорошо, что хорошо кончается. Что до Иноски, по шизу, куда он смотрит, непонятно. Вот демон и не смог усыпить. Так что небольшое прямое попадание от водителя, боевые приколы, сакуга, аниме, кадры, бюджеты и
И, наконец, огненная разделка позвонков. Сам состав, правда, немного покосило, но это так, издержки. Остается только спасение утопающих и самокопание Эму, которую я благополучно скипну, не благодарите. Что до раны горемычного, Ренгоку подсказал, как залечить ее. Благодаря дыханию. Метод нерабочий, даже не пытайтесь проверить. Из важного, грустного и вообще очень неблагополучных вестей. Откуда ни возьмись да взялся Акадза, третья высшая луна. Значит, пора поговорить, подушить и предложить столпу стать демоном. Удивлены? Ренгоку вот нет. Ему бессмертие и вечная вечность для тренировок и совершенства не нужны. Скисать — это нормально. И вообще неотъемлемая часть жизни. Тогда ладно. Еще одна резня. Даже модную музыку завезли, но вам я ее не включу, потому что авторское право. Настя, а можешь ту крутую музыку, короче, авторскую напеть, чтобы, было понятно? А в итоге что? Столб решил косплеить Масленицу, а чтобы зря не откисать, еще и флешбэк оформил. Коротко говоря, мать научила, что если быть сильным, то для этого, чтобы не быть слабым, а помогать слабым, и, понимаете, Ренгоку тупо схватил демона и тупо держит, потому что восход уже близко. И вы, понимаете, Масленицу с косплеит Акадза. Еще и Танжер и Иноски на подхвате спешат на помощь. Правда, гниль таки смог вырваться и уже на всех парах топчет по лесу. Что мешает одним ударом скосить все деревья, чтобы доставить солнце, не знаю. Но в конце концов, лучше, что придумал горемычный, бросить в демонюгу свою катану. И еще и кричит вернулся, чтобы честно продолжить бой. Короче, душные монологи, крики, стоны, сопли, вопли. И все-таки нужно поговорить по душам напоследок. Во-первых, где-то в поместье Шиза хранятся записки со счетом древних русов, в которых может есть информация про тот самый танец бога огня. Во-вторых, нужно передать младшему брату удачи, отцу здоровья. И в-третьих, Незука молодец, прям настоящий охотник на демонов. Помогла людям, комсомолка, конформистка и просто красавица. Спасибо. А что до других горемычных, успехов на тренировках. Сам же Ренгоку откис, помянем, поплачем, грустно, обидно, печально, досадно, сочувствую актерам озвучки, надрывающим связки. Другие столпы, между тем, тоже не в радости. Главный глава охотников предвещает, что скоро все тоже того встретятся, а мне ничего не остается, кроме как рассказать анекдот перед началом сюжетной арки. Помните, значит, кто-то на Сократа скинул тонну кирпичей. Так вот, решил философ провести расследование. Пришел на завод и спрашивает, мол, покупал ли кто недавно мощную партию кирпича? Но бригадир ему отвечает: а что такое кирпич? Сократ смотрит, а напротив еще один Сократ. Тут-то философ и проснулся, смотрит. Вокруг темно, одним словом, темница. И тут же, представляете, в обезьянник закинули нового заключенного. Представляете, того самого, мать его, отец его, Геродота. Как говорится, вечер начинается не с кофе, а с доброкачественной резни и тотального скипа. Помянем, погрустим, попечалим. Но товарищеский долг о сообщении последних слов родным и близким никто не отменял. К сожалению, отец, почившего Ренгоку крайне недоволен. Оставшийся сынуля ни на что не годен. Выходит, династия сильных силачей прервана. Ну и ладно. Из важного. Цель визита порвана в клочья. Горемычному придется узнать инфу о дыхании пламени самостоятельно. Таймскип. Троица постепенно восстанавливается и тренируется. И вы представляете, в один день в особняк в добром здравии, предположительно 8:30 в санаторий, по доброй воле прибыл Тенген Удзуи, столб звука. Говорит, ему нужны женщины, что я, конечно, осуждаю. Хотя, простите, дамы нужны только для задания. Хотя, простите, Танжера все равно не одобряет. Так что со старшим по званию пойдет трио горемычных. Путь предстоит прямо в логово демонов. Квартал красных фонарей. Что на месте? А на месте ребятки впали в тотальный шок от количества света на квадратный метр. Район живет работой Айран. Кто это, как и почему, загуглите, не маленькие. Если что, осуждаю, так, наполовину. Половина, мало половины, половину, поняли, извините. Как нетрудно догадаться, все развлекательные программы проходят ночью. Поэтому квартал — это идеальное место для проживания демонов, за которыми, кстати, шпионили 3 жены столпа. Жаль, связь оборвалась. Искать их будут, конечно же, наши горемычные. План простой, а главное надежный. Ребят переодевают и продают за бесценок в публичные дома. Поздравим, то есть, простите, помянем, извините. Игру на гитаре, еду, поддержку коллег я благополучно скипну. Все, что вам нужно знать, и Иноски обнаружил одну из жен, которую, кстати, пытает демон. Ладно, толпа, вагон и маленькая тележка душных диалогов. Простите, не маленькая, а вполне себе доброкачественная 20-минутная, прямо как мои видео. Из важного: злая злыдня не абы кто, а 6-я высшая луна. Даже добилась личной похвалы от Мудзана. Молодец, умница, гордость партии и совхоза. Да-да. Что ты делаешь? Работаю. Из важного: Зеницу пропал без вести, а может этого хуже, скис. Жаль, владельцу заведения на инцидент тупо плевать. Тем временем к Танжера с Иноски на разговор пришел Тенген. Коротко говоря, для горемычных миссия завершена. Рисковать бессмысленно. Дальше столб, как говорится, сам. Из не очень важного: бедолагам уже давно повысили ранг, который, чтобы вы знали, прямо клеймом привязан к владельцу. И если сильно захотеть, на руке даже появится соответствующая метка. Что, конечно, осуждаю. Благо, раз миссия завершена, можно и нормальную одежду надеть и к старой молодой знакомой
Кайнацу наведаться. Дама, к слову, скоро съедет со злополучного притона, а если точнее, планирует съехать. Что, конечно, зря, лучше бы оформила подписку на канал, то есть, простите, бежала поскорее. А то вон уже по душу гейши пришла луна. Помянем. Тем временем Иноски и Тенген тоже время зря не теряют. Первый общается с братьями меньшими, второй с владельцем дома. По достоверной информации, прямо и налево по коридору живет странная особа, лет 150, совсем не покидающая своих покоев, куда даже не попадает свет. Ну, поняли, нет? Там и обитает демон. А, поняли, да? Извините. Что до ГГ? По счастливой случайности пришлось вернуться туда, откуда пришел. Из грустного. От подруги осталась только голова, все остальное тело где-то в демоне. Еще раз помянем. Но недолго, то кому-то же нужно начинать тотальную резню. Он Танжера даже смог чикнуть, ломать от противника. Жаль, в том кусочке была заключена Кайнацу. Помянем. Простите, из очень-очень важного. Тенген нашел одну из своих жен, почти в добром здравии, даже лекарством напоил. А после, ну вы знаете, звон, бубенчики, звук, земля ломать. Только дед услышал звон где-то не в том месте. Горемычный-то воюет на другом конце карты. Помянем. Флэшбэком, тренировкой, огненным танцем и вот этим вот всем. Одним словом, тотальный скип. Ну, двумя, то есть, словами. Ну вы поняли, нет? Кстати, Иноски ломает полы. Уважаемо. Даже нашел кладовку с поясами с людьми. То есть, питательный склад. Там даже Зеницу имеется. Поиск, к слову, говорящий. Одним словом, резня. А там уже женушки столпа на подхвате, а там и спящий Зеницу сработал, а там и того и гляди, и сам стол бурит себе проход. Короче говоря, поиск почикан на клочки. Самое время оформить подписку, лайк, комментарий и флешбэк о душной женитьбе, который я с позволения кровинушки, ну вы понимаете. Между тем, разрезанные ленты вернулись к законной владелице. Как говорится, левел ап, Ашихитео, вот это все. Теперь-то Танжера, ну точно, ну совсем никак не победить, еще и думаю долго. Даже сотню людей спасти не успел, все мгновенно скисли. Короче, братские поминки. Ладно, зато Горемычный теперь дышит на температуре 0 Кельвинов, 1000 Цельсиев и 100 Фаренгейтов. Даже успевает рубить налево и направо, одним словом, молодец. Жаль, в отличие от демонюги, не регенерирует, а значит физически потанцевал, ну понимаете, не бесконечные. Пора и отдохнуть, оформив пару флешбеков, которые уже были ранее. Из важного, братец таки выжил, ведь на помощь вовремя пришла модная сестра с ускоренной регенерацией, одним рогом и даже без бамбука во рту. Луна, очевидно, в шоке. Я тоже. В честь такого можно даже лайк поставить, подписку подписать. Недзука, понимаете, все, вошла в раж, кураж и уже не может остановиться. Режет, рубит, крошит, жжет. Одним словом, демон. Благо, братец вовремя подоспел, рот заткнул, кричит, что нельзя так. И вообще, людей кушать плохо. Не по-человечески. Враг, правда, тоже, понимаете, не ждет. Благо, Тенген уже пришел, чтобы получить молодых жизней, уму-разуму и разрубить Даки пополам. Кто такая Даки? Вот именно, что никто. Не молодая луна, а значит и не та, за кем ребятки пришли устроить резню. А чтобы сестра не грустила, можно колыбельную спеть, флешбэк скипнуть и даже поплакать. Хнык-хнык. У луны, которая не луна, тоже, понимаете, грусть, печаль, беда. Голову сняли с плеч, и еще и какой-то демон из туловища появился. Одним словом, брат, другим словом, резня, третьим словом, помощь. Уже пришла на месте, и Иноски Зеницу к бою готовы, здоровы. Простите, вру. Их накрыло ударной волной. Короче говоря, предстоит бой с парочкой родственников. Тем временем другая парочка родственников топает, шлепает, бежит. Незуку в сундук, а Танжера таки пойдет драться дальше. Из важного, столб вообще-то должен был уже давно скиснуть, потому что кровавые клинки вражины пропитаны ядом. Но Тенген, понимаете, потомственный ниндзя, которого истязали с самого детства. Вот так оказывается, никакие ниндзя не вымерли, их осталось целых двое. Жаль, брат бедняги пошел по стопам отца и стал, то есть, надменным, недобрым ниндзей. Куда важнее, что Горемычные уже подоспели на помощь, а горожан эвакуируют как могут. Теперь, когда никому не угрожает опасность, можно резать налево, направо, напрямо, не прямо, прямо. Из важного, Тенген даже понял, как поделить гнилых на 0. Нужно резать обе шеи одновременно, разом. Жаль, пока никому из предыдущего десятка пытавшихся столпов не удавалось провернуть такой простой трюк. Вообще, что-то говорить, резня. Она и есть резня, красиво, модно, деньги, бюджеты, сакуги, дрыщ, тыщ, пай, вот это все. А там, глядишь, пока ребята танцуют и помощь подоспела, жена с кунаями, да не простыми, а пропитанными глицинией, про которую, представляете, вспомнили. Поздравим. Можно даже флешбэком. Если коротко и по делу, Тенген Жон любит, родных поминает. Молодец. Демонюга, правда, уже излечился и даже сбежал. Еще и ленты вокруг ничего не видно. Еще и очередной флешбэк душит. Одним словом, любовь. Другим словом, резня. Продолжается, крутится, вертится, танцует. Ладно, вру. Сила у Танжера буквально на исходе. Благо Горемычный смог объединить дыхание воды и дыхание огня и изобрел свое собственное дыхание. Повезло. Другим беднягам, правда, нет. Хотя, простите, и у Тенгена с молодым проблемы. Демонюга все атаки останавливает, еще и головой крутит, еще и руками вертит, еще и, ну, вы понимаете, представляете, что бы вы думали. Иноски распилил шею Даки. Осталось только предотвратить соединение головы с телом. И чтобы да, можно тупо бегать по округе. Ладно, опять вру. Не можно. Потому что уже и гнилой брат подоспел, и прямое попадание
попадание кабанчику в сердце оформил. Казалось бы, откуда и что с Тенгеном? А вот все. Там деление на натуральное число. Обидно, досадно, еще и Зеницу пожертвовал собой. Помянем, значит. А вокруг все: огонь, пламя, пожар и маленькая тележка мемов от демона. Ему, понимаете ли, смешно, что Танжера, как старший брат, тупо не может защитить сестру, потому что она элементарно сильнее него. Значит, можно и пальцами похрустить, и головой потрясти, но если честно, придется бежать. Благо, есть предложение. Горемыч, конечно, отказался, демон остановиться не собирается. Тем более, бег был лишь отвлекающим маневром. А на деле ГГ успел подобрать кунай, и теперь, пусть со сломанными, зато не сломленными пальцами готов рубить. Ну поняли? Нет, сломанные, поражен, но не побежден на Зива. Ну поняли, да? Извините. Что до второй головы? Зеницу благополучно выбрался и даже тоже собирается резать, и даже успешно. Правда, у Горемычного уже проблемы. Правда, и Тенген уже проснулся в добром здравии. Он просто, понимаете, искусственно сам лично остановил сердцебиение, и даже яд по телу перестал распространяться. Ну и все получается, голова с плеч. Скажете, есть вторая? Это правда. Ну и там уже Иноски подоспел на помощь. В общем, все. Лирическая встреча голов напротив друг друга, трагическая кислость Горемычных и тотальный кровавый фейерверк. Благо, там уже и Незука очнулась, и все живы, целы, здоровы, а все потому, что Горемычная всех спасла, вылечила, и даже, представляете, Тенгена подлатали, раны прижгли. Поздравляем. Но праздновать пока рано. Нужно найти голову и убедиться, что битва все окончательно бесповоротно окончена. А там можно и забор лунной крови сделать, и рояльной посыльной кошке ампулу передать. Потому что, если вы не забыли, нужно собирать кровь, потому что там Недзуку собираются обратить обратно в человека. Между тем, словесная резня между откисающими родственничками. И представляете, Танжера влез посреди семейной разборки, чтобы сказать, что нельзя так, а вообще нужно любить друг друга до самого конца. Говорить плохое — это плохо, и нужно любить, ценить. Что до флешбека, не знаю, зачем вам информация о детстве от кишек демонов, но ладно. У бедняги на самом деле была младшая сестра. Она, правда, скисла по вине мафии, чел из которой выбивал долги. А потом, представьте, пришел некий дом и обратился за семейку в демонов. А дальше, вы знаете. Между тем, представляете, Тенген подает в отставку, потому что нужно уступать дорогу молодым, и нужны перемены, новые столпы, вот это все. Там еще старый глава охотника, вы знаете, скисает. В итоге слезы, сопли, слюни, слезы, радость, счастье, подписки, отписки, слезы, одним словом, кринж, денег много, графиков тайтли, конечно, даже да. Еще бы кто автору манги за исправление дыры и удаление роялей заплатил, цены бы клинку не было. Хотя вру, еще остался бы кринжовый юмор. Так что да, ставьте классы, пишите комментарии, делайте подписки, оформляйте оформления, поздравления, подписывайтесь на сестру, смотрите, у нее уже первый симп имеется. Всех с днем кринжа, пока.